Давайте, наконец, посмотрим на этот список базовых или фундаментальных прав человека. И для наглядности попробуем сгруппировать их по разным блокам, основываясь на практике Европейского суда по правам человека, который применяет Европейскую конвенцию. Первый блок — это те права, которые касаются непосредственно нашего физического тела, неприкосновенности его, непосредственно физической свободы. Это прежде всего право на жизнь, то есть обязанность государства воздерживаться от произвольного лишения вас жизни. Право на свободу от пыток. То есть в узком смысле это обязанность агентов государства воздерживаться от таких действий, которые могут быть восприняты как пытки, жестокое или бесчеловечное обращение. Право на свободу от рабства. И, наконец, право на свободу личной неприкосновенности. То есть никто не может вас произвольно лишить свободы и просто так бросить в тюрьму, если это право действительно соблюдается. Второй блок касается уже вашего личного пространства, частного пространства, в том числе вашей семейной, частной, личной жизни. Это право на неприкосновенность частной жизни, которое включает в себя неприкосновенность жилища, неприкосновенность корреспонденции, тайну переписки, тайну телефонных переговоров. Это право на брак и на семейную жизнь. К этим же правам можно отнести и право на свободу передвижения, то есть возможность свободно перемещаться в рамках своей собственной страны, покидать любую страну, а также свободно возвращаться в свою собственную. Третий блок касается прав, связанных с нашими убеждениями и возможностью их выражать, в том числе в взаимодействии с другими людьми. Помимо, собственно, свободы убеждений, которую иногда называют свободой совести, включает в себя свободу религии, вероисповедания и так далее. Этот блок включает в себя также свободу выражения мнения, свободу собраний и свободу объединений. Вот эти три права, наряду с правом на справедливое судебное разбирательство в спорах о гражданских правах и обязанностях, дают нам возможность защищать и продвигать иные права и иные интересы. Четвертый блок связан с возможностью нашей защиты в случае уголовного преследования. Это не только право на справедливый суд в уголовных делах, это еще и презумпция невиновности, отдельные элементы права на защиту, право на адвоката, право знать, в чем вас обвиняют на понятном вам языке. Это также право не быть осужденным за то, что преступлением не является. То есть государство не может принять закон и признать преступным действие, которое вы совершили до принятия этого закона, и на этом основании бросить вас в тюрьму. И, наконец, есть еще два права. Право на эффективные средства правозащиты и право на свободу от дискриминации, которые стоят особняком, потому что они распространяются только на вышеперечисленные права. Как мы могли убедиться, список прав человека не такой обширный, как нам хотелось бы. Может ли он расширяться? Да. Во-первых, за счет появления новых прав, как это происходит с дополнительными протоколами, с новыми договорами и так далее. Либо за счет расширительного толкования прав, уже вошедших в этот список. И подобное эволютивное толкование происходит постоянно. Например, определенные формы жестокого обращения, которые ранее признавались допустимыми, сейчас будут однозначно восприняты как пытки. Право на неприкосновенность частной жизни включает в себя в том числе и право на защиту электронной переписки. Хотя, в общем-то, сложно представить, что те, кто конвенцию составлял, знали о существовании электронной почты, могли предвидеть, что она станет основным способом нашего общения, и мы захотим гарантии защиты переписки распространить и на нее. Подобное толкование, которое употребляет Европейский суд, часто распространяет действие права на другие смежные или взаимодействующие с ним области. Возьмем, например, право на жизнь. Это не только запрет на убийство со стороны государства, произвольное убийство, это еще и обязанность государства эффективно расследовать любые случаи убийства, в том числе и те, к которым государство не причастно. Это право стало включать и запрет на высылку людей в те страны, где им будет грозить смертная казнь за то, что они совершили. Мы знаем, что ряд государств вообще отказались от смертной казни, причем не только в мирное, но и в военное время. Пока число этих государств достаточно маленькое, но тем не менее мы видим, что стандарт применения этого права двигается в эту сторону. Можно в качестве примера посмотреть также на право на неприкосновенность частной жизни. Оно стало включать в себя определенные гарантии благоприятной окружающей среды, либо определенные гарантии профессиональной реализации себя в той или иной сфере. То есть мы видим, что подобное толкование, оно расширяет значение и объем права. В конце концов, от нас зависит, будет ли этот список прав человека расширяться или расти,
либо даже тот немногочисленный список прав, по поводу которых есть общая договоренность, по поводу которых есть более-менее четкий стандарт применения и толкования, даже они будут становиться все более узкими и иллюзорными.